Приветствую всех на канале, я Наталья. Сегодня хочу показать, как задекорировать ободки. У меня вот такие тонкие. Я использовала стразовую цепочку, бусины и проволоку. У меня есть вот такие тонкие ободки, и буду я приклеивать на них стразовую цепочку. Стразовую цепочку я буду использовать 2,5 мм. Мне понадобится 3 таких ободка. Я беру клей не с самого угла, а вот не с самого края, а немного отступила, примерно 1,5 сантиметра. Нанесу немного клея, закреплю первую цепочку и дам ей закрепиться. Вот таким образом. Укладываю ровно и дам закрепиться. У меня немного закрепилось, и теперь я продолжаю подклеивать. Наношу аккуратненько клей. Тут надо очень аккуратно работать, так как места очень мало, надо нанести клей. Я наношу клей и не сразу приклеиваю, даю немного, чтобы клей загустел и как бы схватился сразу. И вот так прижимаю. Конечно же, все выравниваю. Я пальчиком провожу и немного натягиваю, чтобы она у меня не болталась. Я не приклеиваю прямо досконально, потому что затем она у меня будет прихвачена еще проволокой тонкой. И вот так подклеиваю полностью на весь ободок цепочку. И продолжаю работу. Здесь я подрезаю, тоже примерно оставляю 1,5 сантиметра. И все доклеиваю до конца. И даю закрепиться. И когда у меня подклеилось, все держится, я знаю длину, мне надо зафиксировать. Я буду использовать вот такую тонкую проволоку. Беру проволоку, немного вот так насаживаю как бы ее назад, делаю оборот и прокручиваю через первое звено. Затем второе звено, третье, и вот таким образом я прохожу по ободку. И у нас все фиксируется хорошо. И получается очень аккуратно. Вот здесь я уже один ободок обработала. Вы видите, как все аккуратно, чисто все получается. Я не обрезаю проволоку, а вот так продолжаю обматывать. Сначала немножко вот так трудновато, потому что мешает вот этот край. Но затем все нормально будет, когда мы подойдем ближе середины. Вот таким образом, и все я обрабатываю. Каждое звено я прохожу проволокой. И все у нас будет стабильно держаться. Можно это, конечно, сразу сделать, но тогда все время эта проволока болтается и не совсем удобно. А так мы немного клеем закрепили, и теперь можно, вот вы видите, как все аккуратно получается. И продолжаю работу. Вот я дошла уже к середине, и тут уже вообще очень легко. Я все придерживаю и вот так вот прокручиваю. Вы видите, как все быстро и аккуратно получается. И продолжаем работу.
Я дошла до второй стороны, и здесь я просто прокручу несколько раз и вот так пока оставлю. Мои ободки готовы, и я беру бусины и вот так их рассыпаю по нужному мне размеру. Здесь у меня 4 размера. Можно использовать 3, но так как у меня есть 4, я буду использовать все 4. И вот этот размер. Все, теперь, когда я распределила, я могу продолжать работу. Основные бусины, которые я буду использовать, это будут большие бусины, поэтому я их одену как можно больше. Не знаю, сколько мне понадобится. Если что-то не понадобится, я потом отрежу леску, проволоку и уберу. Поэтому их я одеваю, можно сказать, практически все. Затем я беру размер поменьше, мне понадобится, ну, 3-4, пускай будет 3 таких, не, 4 возьму. И вот таких тоже возьму, таких 3 штуки и 3 маленьких. Это мне нужно для перехода. Начну с маленьких и постепенно буду переходить на большие. Вот такая вот колбаска у меня из бусин получилась. И чтобы мне было удобнее все соединять, я соединю примерно здесь вот 5 миллиметров оба края. Этой же проволокой я беру и просто вот таким образом соединяю края. Один край и второй край. Это чтобы мне было удобнее плести. И чтобы у меня не сдвигалось все вот здесь. И вот что у меня получилось. Теперь один край проволоки просовываю через ободок. Укладываю кончик. И вот таким образом я начинаю плести. И сейчас между ободками буду укладывать свои бусы. Именно между ободками. Вот где у меня начинается плетение, можно даже вот так пропустить через стразовую цепочку. И сейчас буду укладывать. Вот у меня первое звено уложено, первая бусина. Сейчас у меня идет вторая бусина. И в зависимости от вашего размера, уже тут вы смотрите, куда, через сколько звеньев вам надо проходить. И вот вы видите, что по мере увеличения моих бус у меня как бы немного расширяется вот этот сам ободок. Так, беру следующие, пододвигаю бусы. И у нас получается бусины получаются между двух ободков. Так, если мне кажется, что далеко, я пододвигаю ближе или дальше. Это уже все зависит от размера ваших бус. Так, пододвигаю ближе. Вот, у нас получается ровное, красивое расположение. И получается плавный переход за счет того, что у меня разного размера бусы. Так, вот тут побольше. Вот. Посмотрите, что получается. Так, пододвигаю следующие бусины. И здесь у меня уже пошли бусины большего размера. Так, все у меня тут цепляется. Вот, я делаю так, чтобы бусины у меня все располагались близко друг к другу. Вот таким образом. Следующая. И вот
вот так вот мы с вами плетем, вплетаем между двух ободков бусины. И у нас получается вот такая вот красота. Я теперь отрезала леску, достаточно большой, проволоку, извините, отрезок. Одела еще несколько бусин. И сейчас буду смотреть, сколько же бусин мне надо, чтобы у меня все получилось ровно. Чтобы перейти на следующий размер. Вот я тут одела еще. Так, еще одну беру. И сейчас посмотрю. Вот как раз мне еще одна нужна. Вот как все ровненько у меня получилось. И вот отсюда теперь я одеваю следующие 4 бусины более мелкого размера, еще меньше и еще меньше. И буду сводить на нет. Вот я на второй край одеваю следующий размер. Здесь у меня 4. Раз, два, три, 4. Да, все правильно. 4 одного размера, 4 следующего размера. Раз, два, три, 4. И у меня идет 3 маленького размера. Там можно 3-4 уже в зависимости от того, как вам уже понадобится. Конечно, могут быть какие-то погрешности на 2-3 миллиметра. Но это не страшно, если вы оденете на одной стороне одну бусину больше или меньше. Я взяла 4. Вот у меня бусы одеты. Так, отодвигаю все, чтобы мне ничего не мешало. И продолжаю дальше укладывать свои бусины. Вот так вот. И вот таким образом у меня все тут аккуратно укладывается. Вы видите, какой аккуратный, симпатичный ободок праздничный получается. Так, сейчас у меня тут соскочили бусины. Немножко трудно все это удерживать в руке, но ничего, можно приноровиться. Вот таким образом. Так, и теперь у меня на той стороне 3. Сейчас посмотрю, сколько же бусин у меня. Вот, и здесь тоже 3. Так, можно добавить и 4-ю. Там уже незаметно будет. Вот. И теперь немножко прокручу.
И вы видите, что получается. Получается очень красивый ободочек. Сначала я думала сделать 2 вместе, но мне нравится, как он есть вот так один. Очень симпатичный. Сделаю еще в нескольких цветах. Правда, у меня нету всех бусин размера. Буду пробовать с большими. Вот такая красота получается. Теперь мы снимаем то, что мы прокручивали, чтобы у нас все держалось. И вот здесь он сам уже ровненько укладывается. И вот эту проволоку надо пропустить между... Так, всю лишнюю остальную проволоку отрезаем, чтобы у нас нигде ничего не кололось. И вот эту пропускаем между 2 ободками. И можно даже сделать вот такой узелок, который я обычно делаю, когда иголку заправляю. Так, один. Это вот переворачиваем, делаем петлю и заправляем в ободок и затягиваем. И тут уже никуда ничего не распустится. Вот между ободком. Именно то, что здесь все у нас связано, все это стягивается и ничего никуда. И вот у нас ничего нигде не царапается. И посмотрите, как все аккуратно обработано и при этом все держится. Как вам такой ободочек? А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если вас интересует эта тема, пишите, буду ее развивать, буду показывать новые идеи. Думаю, такие ободочки будут пользоваться популярностью. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.